Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Мокасинчиков много не бывает, поэтому и в этом видео мы также с вами свяжем мокасины. Отличие этих мокасинчиков от других тем, что подъем от подошвы к основанию связан косичкой. Левую и правую пинетку мы будем вязать таким образом, что шов будет смотреть у нас вовнутрь. Говорю на будущее, с этой стороны, где будет расположен шов, будем начинать вязать застежку. В руках у меня пинетка для правой ножки, поэтому, когда вы свяжете подошву, вы ниточку не отрезаете, а продолжаете вязать этой же нитью дальше. Когда вы будете вязать пинетку для левой ножки, вы свяжете подошву и ниточку отрежете. И дальше подъем от подошвы будете вязать с противоположной стороны. Вот примерно вот с этой петли. Для этой подошвы я набирала 20 воздушных петель и дальше продолжала вязать, как обычно вяжу свои подошвы. Видео вы можете посмотреть у меня на канале, ссылочку оставлю. Для вязания нам понадобится два крючка, один 1,5 мм, другой 2 мм. Крючком 2 мм я вяжу подошву и верх пинетки, крючком 1,5 мм мы будем вязать вот эту часть косичкой. Если у вас нет крючка 1,5 мм, то вяжите тем, который у вас есть. Например, размер 1,75, ну, либо другой какой-то, от 1,5 до 2 мм. Как я уже и говорила, начнем вязать подъем от подошвы с противоположной стороны. Какую использую пряжу, я напишу в описании под этим видео. Итак, находим одно прибавление на пятки, что мы делали, и с правой стороны находим один столбик с накидом. Вот за эту петлю мы будем вязать. Но вязать мы будем не за целую петлю, а только за дальнюю стенку петли. Начинаем вязать, набираем 2 воздушные петли подъема. И дальше мы будем вязать столбики без накида за дальнюю стенку петли. Ниточку, которая осталась, прячем по ходу вязания. И так вяжем полностью первый ряд столбиками без накида за дальнюю стенку. Итак, покажу вам поближе. Издалека немножко плохо видно. Вот видите, петля. За одну дальнюю стенку заводим крючок и вяжем столбик без накида. Заводим крючок, вяжем столбик без накида. Вот здесь, где мы закончили вязание, мы будем провязывать один столбик без накида за вот эту петлю. Так как 2 воздушные петли подъема, точнее 3 воздушные петли подъема на подошве считаются за один столбик с накидом. И так вяжем до конца ряда. В конце ряда делаем соединительный столбик за вторую воздушную петлю подъема. До конца ряда я довязала и сделала соединительный столбик. Смотрите, у нас получилась вот такая косичка. За эти петли мы обычно вяжем дальше столбики без накида, но за эти петли мы вязать столбики без накида сейчас не будем, а будем вязать, переворачиваем на изнаночную сторону и будем вязать за вот эти петельки, которые находятся на изнаночной стороне. То есть косичка на лицевой стороне у нас останется. И так дальше полностью этот ряд и следующий будем вязать за вот эти петли. Итак, давайте начнем. Набираем 2 воздушные петли подъема и вяжем столбики без накида за вот эти петельки, которые находятся на изнаночной стороне. И таким образом вяжем до конца ряда.
И потом нам еще нужно будет связать, то есть этот второй ряд довяжем, и еще 3 ряда. И всего у нас получится 5 рядов. И вот смотрите, как у нас получается. Косичка у нас получается на лицевой стороне. И давайте провяжем этот ряд самостоятельно. И еще 3 ряда таким же образом за петли, которые находятся на изнаночной стороне. И всего получится 5 рядов. Итак, я довязала до конца 5 рядов за задние стенки, за задние петельки. И вот такая вот красивая подошва у нас получается. А дальше мы будем вязать мыс пинетки. Я уже буду вязать, и вы также крючком 2 миллиметра. Нам нужно сейчас найти серединку на мыске. Находим 4 столбик с накидом, где мы делали прибавление в первом ряду в подошве, и от него поднимаемся вверх. И вот эта петля у нас будет в центре. Здесь мы также будем вязать за дальние стенки петли. За только одну дальнюю стенку. От этой петельки, эту не считаем, отсчитываем еще 5 петель. Отсчитали. И вот с этой петли мы начнем вязать. Получается 5 в одну и 5 в другую сторону, плюс 1 петля в середине, получится 11 петель. В первую петлю вяжем одну воздушную петлю, набираем одну воздушную петлю. И дальше еще вяжем 10 столбиков без накида. Вяжем за дальнюю стенку петли. Нить, которая у нас осталась, кончик нити, мы прячем по ходу вязания. Так, давайте пересчитаем. Так, 1 лишний. Итак, довязали первый ряд. Дальше разворачиваем вязание и будем начинать вязать столбики без накида со второй петли. Не с первой, вот с этой, а со второй, вот с этой. Вяжем столбики без накида. Во втором ряду у нас получится 9 столбиков без накида. И последний 9 столбик без накида. Дальше мы будем вязать 2 соединительных столбика также за одну петлю, которая находится ближе к изнанке. Заводим крючок с лицевой на изнаночную сторону и вяжем соединительный столбик. И в следующую петлю, точнее только одну стенку, заводим крючок и вяжем соединительный столбик. Итак, дальше мы начнем вязать третий ряд. Третий ряд мы начнем вязать с той петли, где мы провязывали первый соединительный столбик. Вот эта петля. С этой петли начинаем вязать столбики без накида. В третьем ряду у нас получится на 1 столбик больше. Получается 10 столбиков без накида. И так мы будем делать прибавление. И в каждом ряду у нас будет получаться на 1 столбик без накида больше. И мы будем вязать так до тех пор,
пока не провяжем 14 столбиков без накида. Так, довязали 10 столбик без накида. Дальше здесь также делаем 2 соединительных столбика за одну стенку петли, которая находится ближе к изнанке. Один и второй. Дальше разворачиваем вязание и будем также начинать вязать с той петли, где мы провязывали первый соединительный столбик. Вот эта петля. Начинаем вязать столбики без накида. В этом ряду у нас получится 11 столбиков без накида. Также в конце ряда мы делаем 2 соединительных столбика, разворачиваем вязание и начинаем вязать с той петли, где мы делали первый соединительный столбик. И так дальше до тех пор, как я уже и говорила, пока не получится 14 столбиков без накида в ряду. Итак, я довязала до тех пор, пока у меня в ряду, в 7 ряду у меня получилось 14 столбиков без накида. Давайте пересчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Здесь мы также делаем 2 соединительных столбика. 1 и 2. Разворачиваем вязание, и теперь мы прибавления делать не будем, поэтому будем вязать не с вот этой петли, с которой мы вязали, а со следующей, то есть с той петли, где мы провязывали последний столбик без накида. Вот эта петля. Давайте начнем вязать. Заводим крючок, получается, в ту петлю, где мы провязывали 14 столбик без накида. Достаем ниточку и вяжем. В 8 ряду у нас также получится 14 столбиков без накида, потому что прибавления мы уже не делаем. Последний 14 столбик без накида. Дальше также мы делаем 2 соединительных столбика за одну стенку петли. 1 и 2. Следующий ряд мы будем также начинать вязать с той петли, где мы провязывали последний столбик без накида, 14. Не с этой петли будем начинать, а с вот этой. Давайте начнем вязать 9 ряд. Вяжем столбики без накида. В этом ряду также получится 14 столбиков без накида. И давайте довяжем самостоятельно 9 ряд, сделаем 2 соединительных столбика и провяжем еще 10 ряд. Потом мы с вами встретимся. Провязала я 9 и 10 ряд по 14 столбиков без накида. И в конце 10 ряда мы делаем только один соединительный столбик. Мыс уже у нас готов. Дальше мы будем вязать язычок для пинетки вот с этой петли. То есть язычок будет у нас состоять также из 14 столбиков без накида. И начинаем вязать. Вяжем 14 столбиков без накида. Это первый ряд язычка. И последний 14 столбик без накида. Дальше делаем одну воздушную петлю
и разворачиваем наше вязание. Здесь также вяжем с самой первой петли столбики без накида. И в этом ряду у нас также получится 14 столбиков без накида. Довязываем этот ряд и еще потом вяжем 6 рядов по 14 столбиков без накида. Всего получится 8 рядов. Довязываем этот ряд до конца. Дальше делаем одну воздушную петлю и вяжем так дальше ряды по 14 столбиков без накида. Вяжем до 8 ряда. Итак, я довязала 8 ряд. Всего получилось 8 рядов по 14 столбиков без накида. Дальше будем вязать 9 ряд. Делаем одну воздушную петлю и с самой первой петли начинаем вязать. Вяжем 2 столбика без накида. Дальше вяжем 2 полустолбика с накидом. Один в одну петлю, второй в другую петлю. Дальше вяжем столбики с накидом. Вяжем 6 столбиков с накидом. Дальше делаем накид и вяжем 2 столбика, полустолбика с накидом. Один в одну петлю, другой в другую петлю. Дальше 2 столбика без накида. Довязали. Вот что у нас получается. Дальше делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание, вяжем 10 ряд столбиками без накида. Провязываем этот ряд и еще один столбиками без накида. Получится 11 рядов. Итак, довязала я язычок, ниточку уже обрезала и спрятала. Всего в язычке у нас получилось 11 рядов по 14 столбиков. Дальше мы будем вязать боковые стороны. Будем начинать с самой первой петли. Здесь у нас на боковые стороны осталось 42 петли. Здесь мы также будем вязать за дальнюю стенку петли. Не за полностью всю петлю, а только за одну ее стеночку дальнюю. Заправляем нить. Набираем 2 воздушные петли подъема. 2 воздушные петли подъема мы будем считать за один столбик без накида. Набрали. И дальше вяжем столбики без накида. Еще 41 столбик без накида. Ниточку, которая у нас осталась, прячем по ходу вязания. Вяжем за дальнюю стенку петли. Вот здесь, где мы заканчивали вязание, сюда, в эту петлю, будем провязывать один столбик без накида. Ниточку эту также будем прятать по ходу вязания. Вяжем до конца ряда. Провязали первый ряд. Дальше будем вязать второй ряд, также столбиками без накида. Делаем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание и начинаем вязать с самой первой петли столбики без накида. В этом ряду у нас получится 42 столбика без накида. И так вяжем до конца ряда. Последний 42 столбик без накида вяжем во вторую воздушную петлю подъема первого ряда. Довязала до конца второй ряд. Дальше будем вязать третий ряд. Набираем одну воздушную петлю. В самую первую петельку вяжем один столбик без накида. В следующую петлю вяжем один полустолбик с накидом.
Дальше вяжем 6 столбиков с накидом. Провязали. Дальше вяжем 1 полустолбик с накидом. Дальше 5 столбиков без накида. Провязали. Дальше вяжем 1 полустолбик с накидом. И дальше вяжем 12 столбиков с накидом. Провязали 12 столбиков с накидом. Дальше делаем накид и вяжем 1 полустолбик с накидом. Дальше все вяжем так же, как и с той стороны. 5 столбиков без накида. Пятый. Дальше 1 полустолбик с накидом. Дальше 6 столбиков с накидом. Дальше 1 полустолбик с накидом. И 1 столбик без накида. Третий ряд мы провязали. Дальше делаем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание и начинаем вязать с самой первой петли столбики без накида. Четвертый ряд будем вязать полностью столбиками без накида. В четвертом ряду получится 42 столбика. И вяжем так до конца ряда. До конца ряда я довязала. Дальше будем вязать пятый ряд. В пятом ряду в начале и в конце ряда мы будем делать по одному убавлению. В начале ряда делаем таким образом. Набираем одну воздушную петлю и начинаем вязать не с первой петли, а со второй. Вяжем 1 столбик без накида. Дальше вяжем 1 полустолбик с накидом. Дальше 5 столбиков с накидом. Дальше делаем накид и вяжем 1 полустолбик с накидом. Дальше вяжем 5 столбиков без накида.
Дальше будем вязать так же, как и в третьем ряду. 1 полустолбик с накидом, 12 столбиков с накидом, 1 полустолбик с накидом и 5 столбиков без накида. Итак, провязала я эту часть. Дальше мы будем вязать так же, как и с той стороны. Вяжем 1 полустолбик с накидом, делаем накид и провязываем. Дальше 5 столбиков с накидом. Дальше 1 полустолбик с накидом. У нас осталось 2 петли, и здесь мы будем делать убавление. Заводим крючок в одну петлю и заводим крючок в другую петлю. Достаем ниточку, 3 петли на крючке, провязываем вместе. Дальше 1 воздушная петля, разворачиваем вязание и будем вязать 6 ряд. 6 ряд провязываем полностью столбиками без накида. В начале и в конце ряда мы будем вязать убавление. Начинаем вязать со 2 петли. Таким образом мы делаем убавление. В конце ряда делаем убавление так, как мы делали в конце 5 ряда. Заводим крючок в предпоследнюю петлю, потом в последнюю и протягиваем рабочую нить через 3 петли. Итак, убавление я сделала, ниточку отрезала. И вот что у нас получается. Дальше нам нужно будет обвязать верх боковой части. Для этого берем ниточку и будем начинать вот с этой петли. То есть смотрите, здесь у нас получается 6 рядов, поэтому вот сбоку будет у нас первая петля, это будет просто воздушная петля. А дальше мы будем вязать еще 5 столбиков без накида. То есть в каждый ряд по одному столбику без накида. Делаем воздушную петлю. Дальше вяжем 1 столбик без накида. Получается во 2 ряд. Дальше в 3 ряд столбик без накида. В 4 ряд столбик без накида. Провязываем. В 5 ряд. И в 6 ряд столбик без накида. Провязали. Дальше в самую первую петлю 6 ряда мы будем провязывать 2 столбика без накида. В одну петлю 2 столбика без накида. И второй. Дальше вяжем 6 столбиков без накида. Дальше вяжем 5 соединительных столбиков.
5. Дальше вяжем 14 столбиков без накида. 14 столбиков без накида я провязала. Дальше вяжем 5 соединительных столбиков. Здесь также все повторяем, как и с той стороны. Дальше 6 столбиков без накида. И в последнюю петлю провязываем 2 столбика без накида. И второй. Дальше здесь также провязываем 5 столбиков без накида, как бы спускаясь вниз. Так же, как и с той стороны. Пять. И в конце ряда вяжем 1 соединительный столбик. Делаем еще одну петельку и отрезаем нить. Нить потом прячем с изнаночной стороны. Дальше мы будем обвязывать вот здесь эту часть, переход от серого цвета к голубому. Можно, в принципе, это не делать, но смотрите, с обвязкой, мне кажется, выглядит лучше. Поэтому не ленимся и обвязываем. Осталось совсем чуть-чуть. И наш мокасинчик будет готов. Для начала делаем начальную петельку. Я буду начинать вязать от мыска. Так. Захватываем петлю, протягиваем на лицевую сторону. И дальше вяжем соединительные столбики по кругу. Сильно косичку эту не затягивайте, чтобы пинетка у нас не была стянута, как бы перерезана пополам. И давайте провяжем самостоятельно по кругу. По кругу я обвязала, и вот что получается. Ниточку я здесь спрятала. Дальше нам нужно будет связать застежку. Я уже говорила, застежку будем вязать с той стороны, где у нас есть шовчик. Для правой пинетки застежка идет слева направо. Для левой мы будем вязать справа налево. Давайте приступим к вязанию. Смотрите, здесь я немножко поспешила, обвязала соединительными столбиками, но все равно вот эти петли, за которые мы будем вязать, они находятся за соединительными столбиками. Получается, мы будем вязать не за стенку соединительного столбика, что мы обвязывали, а та петелька находится за соединительными столбиками. Отступаем 2 петли и с третьей начинаем вязать. Вот эти петельки находятся за косичкой. Так, я думаю, лучше будет видно.
Так, отступаем 2 петли вот с того места, где мы начинали вязать боковушки. И вот эти петли, за которые мы будем вязать застежку. Я думаю, вам будет понятно. Если непонятно, спрашивайте. Набираем 2 воздушные петли подъема. Их мы будем считать за один столбик без накида. И дальше вяжем еще 6 столбиков без накида. Всего получается 7 столбиков без накида. Вяжем за одну стенку петли. Так, попробую еще раз объяснить. Вот смотрите, мы когда боковые стороны начинали вязать, мы вязали за заднюю стенку петли, за одну. А ближняя стенка петли у нас осталась. Вот за нее мы теперь и вяжем вот эту застежку. А соединительные столбики, что мы вязали, обвязывали, они остаются. Надеюсь, понятно. Итак, первый ряд провязали. Дальше делаем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание, будем вязать второй ряд. В самой первой петли вяжем столбики без накида. Во втором ряду у нас получится 7 столбиков без накида. Последний 7-й столбик без накида вяжем во вторую воздушную петлю подъема, которая у нас находится в начале первого ряда. Провязали. Дальше 1 воздушная петля, разворачиваем вязание, будем начинать также с первой петли, вяжем 7 столбиков без накида. И таким образом всего у нас должно получиться 20 рядов по 7 столбиков без накида. То есть вам сейчас еще нужно провязать 17 рядов, так как 3 ряда мы уже провязали. И давайте провяжем самостоятельно. 20 рядов по 7 столбиков без накида я провязала. Дальше вяжем 21 ряд. Набираем 1 воздушную петлю, разворачиваем вязание. В самой первой петли вяжем столбики без накида. Вяжем 3 столбика без накида. Дальше будем делать отверстие для пуговицы. Набираем 3 воздушные петли. Одну петлю пропускаем, со следующей начинаем вязать. Вяжем 3 столбика без накида. Ну тут смотрите сами, какого размера у вас будет пуговица. Можете сделать отверстие чуть больше. Дальше снова набираем 1 воздушную петлю и вяжем 7 столбиков без накида. 3. 4-й столбик без накида вяжем за воздушные петли. Провязали. В следующем ряду мы будем делать убавление в начале и в конце ряда. Делаем 1 воздушную петлю, заводим крючок в первую петлю, достаем ниточку, а потом в следующую петлю достаем ниточку, провязываем 3 петли вместе. В следующую петлю вяжем 1 столбик без накида, дальше набираем 3 воздушные петли для отверстия для пуговицы. Одну петлю пропускаем и дальше вяжем 1 столбик без накида и в конце ряда также делаем убавление. Для чего 2 отверстия для пуговицы? Для того, чтобы можно было регулировать ширину. Дальше вяжем 5 столбиков без накида. 3-й столбик без накида вяжем за воздушные петли. Все, застежку мы провязали. Дальше делаем еще одну петельку и отрезаем нить. Ниточку прячем на изнаночной стороне. Так, застежка у нас готова. Осталось пришить пуговичку. Все торчащиеся ниточки мы отрезаем и прячем. Либо прячем, потом отрезаем.
Сейчас я пришью пуговицу и покажу пинетку в готовом виде. Да, кстати, пуговицу я пришиваю. Вот у нас 4-й ряд. Отсчитываем 4 столбика без накида и за 5-й, за одну петелечку, вот эту пришиваю пуговицу. И вот такие красивые пинетки у нас получились. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментариях, либо пишите мне в Инстаграм. Ссылку на Инстаграм оставлю в описании под этим видео. Если вам понравился мастер-класс, ставьте лайк, мне будет очень приятно. А также не забывайте подписываться на мой канал. Впереди еще много интересных мастер-классов. А я всем желаю творческих успехов и до новой встречи в новом видео. Пока!